Чуть дотрагиваешься, и он сам. Слетай давай. Ну что, друзья, я снова приехал поохотиться на бобра. Есть у меня 2 лицензии. Попытаемся хотя бы одну из них сегодня закрыть. Сегодня, как видите, погода такая шепчет. Такой штиль. Погода классная. Ну, я на том же месте. В прошлый раз здесь маленького стрельнул. Но есть здесь еще 2 больших бобра. Это точно, что 2, а может и больше. А второго хорошего по течению стрельнул немножко дальше. Поэтому посидим пока тут. У нас час охоты будет примерно. Ну, с захода солнца еще можно час охотиться. Сейчас вот-вот солнце через 10 минут зайдет. Ну, как раз примерно к этому времени, возможно, появятся первые бобры. В прошлый раз движение вообще какое-то было слабое. Только 2 я бобра видел, ну 2 и взял. Сегодня, ну, рыба вот гуляет. Рыба гуляет, а это значит, что и бобры должны повыползать. Ну, хорошо, что штиль, и будет далеко видно, когда бобер плывет, что волны расходятся. В общем, заряжаемся, чтобы потом, если что, не пугать зверя. Ставим на предохранитель и ждем. Есть. Я никак не вижу его. Правильно я понял? А, вот он. Капец. Капец, потонул. И как его достать? Сейчас попробуем снять весло и подтащить его туда. И вода прозрачная. Хороший красавец. Ура! Забрали. Крупный, огромный такой большой, как в прошлый раз. Сейчас я его взвешу ради интереса. Ну, я думаю, что... Не, поменьше. Я думаю, что килограмм 20, там, 3, что-нибудь такое будет. Так. Опа. Ага, 23. 26. 26. На 2 килограмма меньше, чем тут. Ну, здоровый пацан. Или девчонка. Скажу. Пацан. Это пацан. Здоровый парень. Кто смотрит мои видео, уже в курсе, что я вот привез новую арму с выставки. Еще я с нее не стрелял. Ну вот, сегодня буду пристреливаться и поеду на охоту на бобра. Новое 3-е поколение прицелов. Появился у них дальномер.
Поменяли аккумулятор наконец-то на 18650. Это самая топовая модель. 640 матрица, 50 линза. Вот она, линза 50. Картинка топовая, на самом деле очень приятная. Можно немножко поиграться там с настройками под погоду, палитрами. Сейчас быстренько пристреливаюсь и едем на бобра охотиться. Напоминаю, что на любой прибор Аркон вы можете получить мою скидку. Все будет информация в описании. Заходите, смотрите. Кто хочет себе приобрести Аркон, пользуйтесь скидкой на здоровье. Дальномер мы поверили на Алтае. Показывает он корректно. И в дальнейшем сюда собирается внедрить баллистический калькулятор в эту арму. Это значит, что он будет работать адекватно. Поэтому это не может не радовать. Песок, блин, везде. В карман положу. Так, ну почти. Так, ну прибыл я на место охоты. Сегодня пораньше, так и хотел пораньше посмотреть по-светлому, что происходит. В эту пору уже, когда зима вот-вот на носу, бобры активно запасают себе корма. Так, ну вот там много погрызов. Вот палки свежие плавают. На этом берегу тоже. Вот здесь прям завалено все бобровыми. Вот выше там дерево погрызено полностью. То есть бобры активно кормятся перед зимой. Зимой у них особо уже шанса не будет наесться вдоволь, то что себе только запасли. Вот и первый бобрик втихаря вылез. Непонятно, что там за размер, но сидит прямо напротив меня. Сейчас понаблюдаем за ним. Даже не видел, как он выполз. Непонятно, что там за бобер. Не хочется мелочевку стрелять. Подожду немного. Сидит там в траве, ну непонятно, что за размер. Пока не буду стрелять, лебеди летят. 4. Чуть-чуть подожду еще. Бобр показался уже, когда стало довольно темно. На противоположном берегу, где-то 120 метров, я его заметил. Подошел потихонечку, прям практически напротив его, в расстоянии 80 метров. Было время хорошо подготовиться к выстрелу. Он кушал спокойно, ничего не подозревал, скажем так. Выцелил, даже не понял, что произошло, почему промах. Стрелял в основание головы. Ну, вот тут наблюдаю, шлепка не было слышно. Думаю, промазал. Ну, в принципе, так и есть, промазал. Ищу, в надежде, что он выплывет. Где-то покажется. Время как бы уже подходило к концу охотничье, уже было довольно темно. Вот он показался и плывет на середину реки. Решаю, что надо бить. Прицеливаюсь в голову. Такой достаточно сложный выстрел. По плывущему бобру, 50 метров примерно где-то расстояние. Попадаю четко в голову, бобр добыт. И быстренько иду за лодкой, чтобы его достать, потому что течение
его быстро понесло. Ну, все удачно, бобр добыт. Тоже такой конь огромный. О, смотрите какой. Огромный бобер вчера взял, со второго, правда, только. Вечереет, я выбрался поохотиться на бобра. Вот у меня уже заканчивается путевка. Как-то вот почти 2 недели я никуда не ездил. Что-то не получалось. И у меня 3 лицензии. Ну, надо бы их закрыть, конечно. Не дело сдавать обратно лицензии. Поэтому постараюсь я закрыть эти 3 бобрика. Плюс вот не так на днях, можно сказать, пришел мне вот такой красавец. Смотрите. Компания «Первая сталь» предложила мне потестить свое изделие. Я с удовольствием согласился. Давно хотел попробовать какую-нибудь порошковую сталь. Они мне прислали нож из первой стали. Первая сталь от первой стали. S390. 70 единиц твердости закалка здесь. Поэтому хотя бы пока на бобре испытаем. Я надеюсь, что испытаем. Надо еще нам их добыть, этих бобров. И посмотрим, что, как он режет. В общем, о ноже попозже. Сейчас об охоте. Вот у нас уже зима. Первые дни зимы. Активность сейчас хорошая. Мы ездили на волка. Как бы везде бобры ползали. Как-то поздно уже бобры выходят. В 5 часов темнеет. Поэтому сейчас такая охота. Ну, если 2 получится за вечер или за утро закрыть, ну это прям, я буду считать, что это супер удача. Бобры сейчас вылазят по темноте, поэтому даже камеру с собой не буду таскать, потому что карабин, тренога, удочка, в общем, полные руки всего. Хорошая канава, вот ее с одной стороны прочистили, получается такой вот берег чистый. Сдалека можно увидеть, подойти тихонько, не ломясь через корчи, и сделать результативный выстрел. Это уже следующий день. В тот день я ничего не добыл, ничего и не видел. Вечерку отстоял, бобров не видел. Вот это с утра ко мне приплыли сразу выдры, точнее я к ним пришел постоять там на бобра, они уже были там. Особо они меня не боялись, плавали там, шумели, кричали на меня. Пищали, фыркали, в общем, плавали достаточно долго, наверное, минут 5 точно. Они вокруг меня плавали. Ну, еще немножко постояв, я смотрел вообще в другую сторону. Но вот с этой стороны выплыл бобер, выплыл из трубы, из другой канавы. Я еще тут немножко сомневался в его размерах, как бы стараюсь мелких не стрелять. Ну, потом, убедившись, что это нормальный бобр, не молодняк, так, как-то так мне показалось, что у него широкая спина, решаю, что надо бить. Приплыл он прямо в самые ноги, тут расстояние вот 15 метров. Чуть выше беру на 5 сантиметров, так как очень близко, и делаю выстрел ему между глазом и ухом. Бобр добыт, чисто. Как бы выстрел несложный. Еще в конвульсиях он к самому берегу подгреб. Поэтому мне даже не пришлось расчехлять удочку, чтобы его доставать. Вот, нес какую-то ветку, видно, пополнял запасы на зиму. Тоже неплохой бобрик такой, в районе 20 килограмм. 20 плюс, скажем так. Это уже следующее утро. Уже было практически светло, то есть уже почти был восход солнца. Где-то там за 10 минут до восхода солнца я заметил бобров, 2. Быстренько подошел, вот включил запись, сделал выстрел по одному, он сидел возле своих запасов. Ну и смотрю потихоньку второго, потому что я видел их 2, как бы с торца канавы. Оказалось, их там вообще было 3. Ну вот второго мы сейчас еще увидим. Подошел поближе. На 50 метров и вижу, вот второй бобер плавает. Как оказалось, это 3. Второй был как раз возле меня. Он нырнул после выстрела, я его просто не видел. Потом он еще хлюпнул хвостом, когда я назад возвращался. Ну вот, наблюдая за этим бобром, он как бы подавался в мою сторону. Плыл
ко мне потихоньку, поэтому стою на месте, думаю, что сам приплывет, потому что уже достаточно светло, боялся его спугнуть. Вижу, что он как бы собирается что-то как будто бы залазить на берег, наблюдаю, 100 метров, вот вижу, залез на берег и быстро начинаю двигаться к нему, потому что там с другой стороны тоже канава, дороги, вот на дороге я его перехватываю, понимаю, что надо срочно стрелять, делаю выстрел, бобер добыт, так и он остался лежать на дороге, в принципе, охота удалась, 2 бобра. С полем у меня наконец-то улыбнулась мне удача. Ну как наконец-то, вчера улыбнулась, сегодня. В свете как бы последних событий, как разворачивается охота, то ну, как бы хороший результат. Ну, я связываю это с тем, сейчас уже у нас самые такие короткие ночи, очень рано темнеет, вот в 5 заход солнца. И вот вечером, ну вот одного удалось мне только бобрика стрельнуть и все. За вот несколько вылазок, я вот тут сейчас несколько дней ездил на охоту. Так, более сегодня стрелял уже вот практически перед восходом солнца, уже было так довольно светло, поэтому тоже первого стрелял, наверное, с 70, по-моему, метров, и второго где-то так же. Но каких бобров мне удалось сегодня добыть? Это один. Ой, смотрите, раз. Это один. Ну и второй такой же. Ну, плюс-минус. Вот этот чуть меньше, чуть легче. Ну так, навскидку, думаю, что где-то в районе 25, до 25, скажем так. 24, 22. Пришло время протестировать этот нож. Нож Орн, который мне вот недавно пришел. Еще я вообще ничего не резал. Вчерашнего бобра я не резал им. Первый взгляд, да, на первый взгляд он очень красавец вообще. Здесь у нас акрил, здесь кап клена. Сталь у нас здесь, смотрим. Сталь S390, 70 единиц твердости. Производитель у нас заявляет, что длина клинка у нас 160 миллиметров. Обух 4 и сведен он 0,2-0,3. Ну, я бы сказал 0,3 скорее. Ну, нож удобный, классно сидит в руке. Ну так, на первый взгляд. Вообще, ну, предложили потестировать ножи. Я думаю, что я решил себе, у меня все-таки ножички чуть поменьше. Я люблю больше такими маленькими пользоваться. Ну, решил взять такой для серьезных зверей, скажем так, для копыт. Себе ножик парадно-выходной. Сталь S390, она у нас углеродистая. Она требует ухода, скажем так. Ну, то есть, как вот карабин мы приходим, после выстрела чистим, там протираем от влаги, смазываем. Так и ножик тоже надо. Помыл, протер, положил. Ну, по крайней мере, из такой стали, потому что она подвержена коррозии. Так как здесь у нас хрома всего лишь 4,8%, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому так, никогда у меня не было порошковой стали, тем более S390. Я сейчас скажу свои ощущения. Ну, конечно, для бобра он большеват. Бобра удобнее чуть поменьше ножиком будет разделывать. Но для крупного там лося, таким как пройдешь по шкуре, так сразу нормальный кусок отстегнешь. Но за неимением как бы лося ошкурим бобра. 2 бобра. Ошкурю, свои ощущения расскажу, что-то, какие-то кадры вставлю. Но YouTube у нас не любит вот это все дело, разборку зверей. Поэтому, ребята, полное видео разборки этих бобров смотрите в телеграм-канале производителя. Я ему скину, он у себя опубликует. Заходите, вот заодно и повод будет ножки посмотреть. Зайдите, посмотрите, как, если интересно. Начнем. Первый рез. Ух. Так, ну режет зло, я вам честно скажу. Очень злюще режет.
Ну, сами видите, да, какой рез. Больше интересно, насколько его хватит, этого реза. Потому что, по идее, с такой твердостью его должно очень надолго хватить. Чуть дотрагиваешься, и он сам делает работу. Очень плотно сидит на мясе, шкура тоже. Вот одного бобра полупил. Нож абсолютно. Рез не поменялся, такой же злой, как и был. Ну тут ну что, ошкурил я бобров. Заходите к ребятам в Telegram, смотрите там, если хотите полную версию. Я там что-то вставлю. Ну, то есть это вы уже видели, что я вставил. Ну, вообще он не почувствовал этих бобров. Как будто ими ничего и не делали. Я не знаю, сколько надо бобров разобрать, чтобы его подтупить. Ну, все-таки самая твердая сталь в мире. Темляк однозначно под замену с этой бусиной. Даже, ну, хотя бы просто бусину. Ну, тоже темляк длинноват. Либо можно бусину убрать и чуть короче его сделать. Тогда будет удобней. Так он постоянно мешается, эта бусина бьется. То есть, ну, мне темляк не понравился. Вообще, уверенно, удобно лежит в руке, работаешь. Думаю, что по лосю, по кабану вообще будет он супер работать. То есть, будешь резать там. Сразу отрезать много. По бобру ну, тоже нормально, только вот единственное вот эти вот мелкие ковыряния, то есть крупным ножом тяжелее делать. А так я не почувствовал там каких-то особых неудобств. Мне понравилось. Главное, чтобы надежно лежит в руке, крепко. Чих-чих. Отличный нож. Ребята нам предоставили скидку подписчикам, как обычно у нас промокод Чиво везде, вы это знаете, что в Арконе, что вот у ребят. Скидка будет 25%, действовать неделю с публикацией видео, так что если кому-то интересно, заходите, заказывайте. Сделан нож классно, добротно. Это такой вот нож, это на всю жизнь, скажем, можно будет, если бережно к нему относиться, даже ребенку передать или внуку, когда подрастет и охотником станет. Ну, это будет у меня парадно-выходной нож для загонных там охот или на индивидуальные, где-то буду ездить на крупного зверя. Так я его на зайца, конечно, таскать не буду. Это, ну, перебор. Зайца можно, как говорит Димон, и тупой отверткой облупить. На ножи действует пожизненная гарантия, кстати, вот забыл сказать. Это тоже очень круто. Смотрите все, ребята, в описании. Вот такой красавец. Еще хочу сказать, что по охоте. Не знаю, буду еще я охотиться на бобра. У нас тут, где я охочусь, уже лицензии нету. Закончились. Может быть, куда-то выйду специально на бобра. Ну, там уже буду с егерем охотиться всю ночь. За всю ночь как бы можно что-то и добыть. Но опять же, если погода будет. Все кадры, что вы видели, это с теплоприцела этого нового Аркон. Уже я так и бобриков с него, как видели, пострелял по лисам. Мы поохотились. Где-то тоже выброшу видео. Тоже так. В принципе, я сейчас понимаю, вот что дальномер. Смотришь иногда на лесу, ну, кажется, 100 метров. Дальномером бьешь 200. Кажется, а как ты раньше стрелял без дальномера? Ну, то есть, дальномер это большое дело на тепловизоре. Тоже, ребята, смотрите в описании, на Арконы скидка для моих подписчиков. Действует тоже неплохая. Захотите, смотрите. В целом, отличная выдалась охота. Я доволен, что закрыл лицензии. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Увидимся в угодьях. До новых встреч. Разве это нож? Вот это нож.